Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, почему вы просыпаетесь в одно и то же время, на что это указывает. Очень важная информация, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Прямо сейчас в комментарии напишите: «Я здорова и счастлива». Истинно да будет так. Не забывайте, пожалуйста, прописывать эти слова. Возможно, у вас есть какие-то пожелания. Почему? Когда вы прописываете, вы тем самым Вселенной показываете свои желания, свои мечты. И это, друзья, очень важно. Поэтому прописывайте, не бойтесь. Итак, начинаем. Итак, друзья, ночь — это особенное время суток, и в это время активизируются в основном темные и негативные энергии, которые способны притягивать неприятные события, злые сущности, и в это время ведьмы проводят различного рода ритуалы, укрепляют и подпитывают свое энергетическое поле. Недоброжелатели наводят порчу для того, чтобы она быстрее начала оказывать свое разрушительное влияние, но также есть и хорошие энергии, которые помогают восстановить энергетическое поле, которое было нарушено или вовсе разрушено за день. В это время также проводятся старинные ритуалы, которые помогают избавиться от крупных проблем, но основное — это то, что резервы нашего организма активизируются. Мы можем излучать такие потоки энергии, которые не излучаем в течение дня. Особенно если на энергетическом уровне ощущаем, что кто-то старается негативно повлиять на нашу жизнь, отобрать что-то ценное, что есть у нас, или разрушить биополе. Тайна ночи исследовалась на протяжении многих столетий, но объяснить силу этого времени так пока никто и не смог. Есть различные наблюдения, что стоит в это время делать, а что не стоит категорически, чтобы не привлечь самостоятельно к себе беду и ненужные проблемы. Многие говорят, что сила ночи тесно связана с силой Луны, а сила Луны очень велика. Она способна менять жизнь человека как в лучшую сторону, открывая перед ним возможности, о которых он и не подозревал, так и в худшую сторону, закрывая двери, которые он считал перед ним не закроются никогда. Ночь и Луну не стоит бояться, но нужно знать правила, советы, чтобы все делать правильно и не вредить себе, а наоборот, только улучшать все то, что хотелось бы. Не стоит после полуночи смотреть в окно, особенно если вы видите в нем свое отражение, так как это безобидное действие не только способно нарушить поступление сильных потоков в вашу жизнь, но и притянуть злые сущности, которые вплетутся в ваше биополе и перекроют жизненно важный энергетический канал, из-за чего жизненные силы могут вас покидать. Если желаете посмотреть в окно, нужно выключить свет, чтобы не отражаться в нем, или же открыть его. Так вам точно ничего не будет угрожать. Но не стоит много времени возле него проводить. Нельзя спать так, чтобы в полнолуние луна светила вам на лицо. Это притянет не только бессонницу, ночные кошмары, но и ослабит ваше биополе. На утро вы будете ощущать недомогание, тяжело будет встать с постели, день будет неудачным и проблемным. Поэтому, если получается так, что луна светит на лицо, нужно, если есть возможность, лечь спать в другой комнате. Если нет, то занавесить окно, чтобы ее свет в этот день не попадал в комнату или в спальню, где вы спите. Если нет и такой возможности, возьмите свечу любого цвета, пройдите не по периметру окна и при этом проговорите такие слова: «Стану стена из огня между мной и луной в этот день возводится, будет свет луны отбивать и ему на меня влиять не позволять. Этот день негативом меня не окружит, сила огня меня от всего плохого защитит». После того, как вы это проделаете, свечу установите по центру подоконника. Посмотрите на нее внимательно, считая до 3, и если в этот момент вы ощущаете внутреннее спокойствие, можете ее затушить. Если же нет, тогда нужно дать свече догореть полностью, а вы на протяжении всего этого времени должны смотреть на нее внимательно и думать о чем-то хорошем. Так, когда она сгорит, вы будете ощущать радость и внутреннюю гармонию. Агарок оставьте до утра, когда проснетесь, уже выбросите. Это простой способ, который убережет вас от влияния Луны, сохранив ваше биополе и энергии при вас в целостности.
В течение ночи нам могут сниться вещие сны. Такой сон никогда не приснится в дневное время, поэтому научитесь придавать снам большое значение, ведь они способны подсказывать, в каком направлении вам стоит двигаться, чего избегать, какие возможности использовать себе во благо, а какие действия лучше не совершать. Недаром говорят, что если не знаешь, как поступить, нужно перед сном под подушку положить монетку любого цвета и номинала, проговаривая при этом такие слова: «Спать сейчас лягу, ситуацию отпущу, утром, когда проснусь, решение нужное получу, его осуществлю, радость и счастье притяну». Проснувшись, ни с кем не разговаривайте, возьмите монету, подойдите к окну и киньте через левое плечо, поблагодарив за те мысли, которые пришли в вашу голову ночью и оказали на вас правильное решение. Поступайте так и увидите, что результат вас очень порадует, что все получится или пройдет самым наилучшим образом. В ночное время у некоторых людей открываются экстрасенсорные способности. Они видят нечто особенное. Кто-то в это время может видеть даже домовых или другие сущности. Если такое произошло, нужно научиться пользоваться даром себе во благо, никому о нем не рассказывать, так как если пока он не окреп, о нем узнает недоброжелатель, и ваш дар пропадет и больше никогда, возможно, у вас не появится. Если же вы не готовы принимать такой подарок от высших сил, откажитесь от него. Для этого нужно в ночное время заварить отвар из палочки корицы, бадьяна, горошины черного перца, цветочка гвоздики и веточки мяты. Далее сделать 3 глоточка, остальным нужно будет умыться, обтереть шею и район груди, проговаривая при этом такие слова: «Я дар, что мне дан, не принимаю, его отпускаю, жизнь спокойно жить хочу, другого не прошу». Так нужно проделывать на протяжении 3 дней. По истечении этого времени вы ощутите, что дар вас покинул. Но главное, перед тем, как совершать этот поступок, нужно хорошо обдумать, ведь отпустив его, вы никогда не сможете больше вернуть. Если же наоборот вы рады своему дару, развивайте его, старайтесь менять свою жизнь в лучшую сторону. Будьте добры, щедры, учитесь, развивайтесь, не стойте на месте. С каждым таким усилием ваш дар будет становиться намного крепче, а жизнь счастливее. Помогайте тем, кто нуждается в помощи, но делайте это тихо. Не афишируйте. Начав рассказывать о том, что вы кому-то помогли, вы тут же нейтрализуете светлые энергии, которые пришли к вам и к тому, кому вы оказали какую-то услугу или помощь. С этого момента добрый поступок перестает быть таковым. Добро делается тихо, и это основное правило. Все остальное делается для признания окружающими и для похвалы, то есть для вашего эго, самолюбия, хвастовства. А это будет притягивать негатив, который перекроет доступ дара в вашу жизнь. Чтобы так не произошло, хорошо обдумывайте свои поступки и слова. Бывает и такое, что человек просыпается ночью. Конечно, это может быть из-за каких-то человеческих потребностей, но нужно не игнорировать этот момент, а придать ему больше значения. Ведь порой он может указывать на многие ситуации, события или же предупреждать о чем-либо. Если вы просыпаетесь с часу до 3, это означает, что вы притянули к себе разрушительный негатив или злую сущность, так как ведьмин час, она активизируется и в это время начинает отбирать у вас вашу энергетику, подпитываться ней. Срабатывает защитная функция вашего организма, и вы просыпаетесь, так как во время сна человек беззащитен, а когда бодрствует, способен аккумулировать свои энергии в нужное русло, и в этом случае на защиту. Если такое происходит, и вы видите, что часто нужно очиститься от негатива или сущности. Поэтому, когда проснетесь в такое время, в следующий раз возьмите свечу белого цвета, а также 4 веточки полыни. Положите их на пол, встаньте сверху, далее подожгите свечу и при этом проговаривайте такие слова, водя свечой по всему своему телу. Огонь от влияния злой сущности и разрушительного негатива меня освободи, каналы энергетические мои отвори, светлые энергии притяни и меня ними оберни, чтобы защиту на дальнейшее обрела и больше никогда не ощущала это влияние я.
Когда закончите, веточки соберите, заверните в салфетку, а свече дайте догореть, агарок выбросите. Проснитесь на рассвете, далее возьмите салфетку с веточками, выйдите на улицу, их подальше от дома. Когда они будут гореть, проговаривайте такие слова: полынь горит, энергетический блок для злых сущностей и разрушительных энергий устанавливает. Больше под не попаду и в свою жизнь их не притяну. Когда закончите, поворачивайтесь и уходите, не оборачиваясь. Таким образом, вы избавитесь от всего того, что создает вам неприятные неудобства. Больше в это время вы не будете просыпаться, а сон будет сладким. Может быть и такое, когда вы просыпаетесь в любое другое время ночи, но также в одно и то же, что кто-то насылает или наслал на вас порчу, которая и разрушает ваше биополе. Вы ощущаете это влияние на энергетическом уровне, поэтому и просыпаетесь. Вам нужно присмотреться к своему физическому состоянию, а также к эмоциональному. Если вы с каждым следующим днем будете ощущать себя хуже и хуже, появится страх, не будет возможности контролировать эмоции, начнет обостряться какое-либо заболевание, могут возникнуть сильные мигрени, боли в суставах. Это означает, что срочно нужно проводить сильную энергетическую чистку, пока порча не разрушила вашу жизнь. Для этого нужно принять первым делом душ, обязательно помыть волосы, после чего намазать тело эфирным маслом апельсина, лимона, мяты. Если такого эфирного масла нет, используйте отвар из мяты, корочек апельсина и лимона. Затем возьмите 3 веточки шалфея, разомните его, смешайте с солью и подожгите его и окурите себя дымом, начиная от темечка, опускаясь постепенно к ногам. При этом проговаривайте такие слова: порча, что в мою жизнь вошла, прочь уйди. Того, кто тебя наслал, найди, от него больше не уйди. Затем то, что останется, нужно будет смыть в канализацию. Следующим этапом возьмите тоненькую восковую свечу, емкость с проточной водой, подожгите свечу, сделайте ней круг над головой, после чего капните воск на воду. Так делайте, пока последний круг не будет сделан вокруг ваших ног. При этом проговаривайте такие слова: энергетика моя огнем очищается, укрепляется, я впредь помыслам недоброжелателя противостоять смогу, ни в дневное время, ни в ночное, и к себе не пропущу, так как сильную защиту обретаю и биополе укрепляю. Агарок свечи киньте в воду. Это нужно вынести на улицу и вылить под какое-то растение. Хорошо, если оно будет цвести. Вернувшись домой, заварите травяной чай, любой, и выпейте его. Думайте в этот момент о чем-то хорошем. Можете, как вариант, о чем-то помечтать. Когда закончите, с каждым следующим днем вы будете ощущать себя лучше и лучше, как физически, так и эмоционально. И очень скоро и вообще полностью избавитесь от всего, что у вас тревожило. Очень важно, чтобы вы наблюдали за своим окружением. Тот человек, который пытался вам навредить, придет к вам за советом. Что делать в случае, если наслали порчу? Ни в коем случае ему ничего не рассказывайте. Скажите, что и вовсе не знаете, что это такое. А вот как дальше с таким человеком общаться и стоит ли вообще, конечно же, решать только вам. Еще одна причина, по которой мы можем просыпаться в одно и то же время, это когда наш ангел-хранитель хочет нас поддержать, указать на то, что у нас есть сильная поддержка, что мы не сами. Такое может быть в моменты грусти, когда кажется, что все, за что не беретесь, не очень ладится. Возможно, какие-то неприятности или неудачи наполняют жизнь. Но такое часто происходит перед чем-то абсолютно новым. Но человек не понимает это, огорчается и притягивает ненужные энергии, которые мешают поступлению чего-то нового в жизнь данного человека. Поэтому, если у вас такое происходит, наберитесь сил, двигайтесь в выбранном направлении и будьте уверены в том, что скоро все изменится, так как ваш ангел-хранитель вам на это и указывает. Если вы просыпаетесь после 3 часов в одно и то же время, он хочет установить с вами связь и указать вам на то, что вы упускаете важную возможность, воспользовавшись которой вы можете изменить свою жизнь в лучшую сторону. Обратите внимание в таком случае на то, с какими мыслями вы просыпаетесь. Будьте внимательны и не упускайте важные для себя моменты.
Если же в одно и то же время вы просыпаетесь после того, как у вас кто-то побывал в гостях, ваш ангел-хранитель указывает вам на то, что данный человек приходит в ваш дом не с добром, что вам стоит его опасаться, что он думает, как вам навредить, а негатив, который излучает, оказывает ненужное влияние не только на вас, но и на особенную энергетику вашего жилья. Через время начнет и оказывать и на тех, кто с вами живет под одной крышей. Поэтому пересмотрите круг своего общения, вычислите этого человека. Если желаете продолжить общение, продолжайте, но не зовите больше в дом, чтобы потом вам и не пришлось пожалеть. Часто ангелы-хранители стараются контактировать с нами в ночное время или же во время сна, так как в это время мы с вами нуждаемся в их помощи или же никуда не спеша можем их услышать. Поэтому не забывайте благодарить ангела за помощь, которую он оказывает вам. Для этого поджигайте восковую свечу в субботу в первой половине дня и проговаривайте трижды такие слова: «Ангел-хранитель, твой совет, поддержку и защиту ощущаю. Тебя за это благодарю. Никогда меня не покидай, всегда рядом со мной обитай». Проговаривая, вы можете ощущать тепло или же легкий ветерок. Так он дает вам понять, что находится с вами рядом. Как часто это делать, вы ощутите сами, прислушавшись уже к своей интуиции. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите слово «благодарю». Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.